Ты в одном шаге от своего чуда. Не отворачивайся. Слушай, дитя. Я знаю, какой вес ты несешь. Ночами, когда ты лежишь без сна, пересчитывая счета вместо благословений. Дни, когда ты улыбаешься сквозь боль, скрывая правду своего сердца за закрытыми дверями. Вам сказали подождать. Вам сказали скоро. Но что, если я скажу тебе «вот оно»? Последний звонок до начала трансформации. Вы стоите на краю священной смены, двери, которая давно была закрыта, а теперь со стоном открывается по божественному повелению. «Я Господь, Бог твой, и я пришел прерывать проклятие. Я видел страдания. Я услышал крик за твоим молчанием. Вы не были рождены для бедности и созданы для борьбы. Наследство, которое я вдохнул в твое существо, никогда не предназначалось для того, чтобы быть погребенным под щитами и разбитыми мечтами. Однако враг окутал вас ложью, убеждая, что нужда – ваша судьба, что отвержение – ваша личность. Но я пришел, перерыв эту ложь. Вы не созданы для того, чтобы просто выжить. Вы судно изобилия. Вы выбраны небес, созданных для божественной жатвы, отмеченных заветом, удерживаемых вечным обетованием. Проклятие настоящее. Оно проникло в вашу семейную линию через невидимые двери. Дух нехватки. Семя болезни. Тишина души, превратившая радость в пыль. Он шептал, что ничего никогда не изменится. Что твои молитвы доходили до потолка. Это богатство предназначалось для других, а ваша доля была в борьбе. И ты начал в это верить. Вы начали сомневаться во мне. Ты начал думать, что, может быть, и я тебя забыл. Но я никогда не отворачивал своего лица. Я готовил ключ. Я готовил момент, когда проклятие рухнет и завет пробудится. И этот момент наступил сейчас. Вы сейчас находитесь в Доме Божьем. Остаться со мной. Вы уже повернули назад. Вы сдались слишком рано. Вы поверили наполовину, а затем позволили страху взять верх. Но сегодня, если вы не ожесточите свое сердце, день свят. Сегодня священная дверь со скрипом открывается. Я наблюдал за каждым мгновением твоего одиночества, за каждым молчаливым приемом пищи, за каждым неоплаченным счетом, за каждой слезой, которую ты вытирал ночью в одиночестве. Я видел, как над тобой издевались. Я видел, как тебя не заметили. Но я не оставил тебя. Я не игнорировал вашу молитву, я собирал твой вера, как дождь собирается в бурю благословения. И вот облака рассеиваются. Вы жили под бременем поколений. Проклятие было не только финансовым, оно было эмоциональным, духовным и физическим. Бедность связи. Бедность цели. Бедность мира. Вы жили с болезнью, которую не могли излечить лекарства, с ранами, которые не могли залечить никакие слова. Вы поставили под сомнение свою ценность, потому что мир отказался видеть вашу ценность. Но я это вижу. Я поместил его туда. Ты – мой замысел, созданный для славы. Ваше чудо не просто пришло, оно уже произошло. Называется «И ты в одном шаге отсюда». Враг испробовал все. Он коснулся ваших финансов. Он коснулся твоего тела. Он изолировал твой дух. Он отравил ваши отношения. Но он не мог коснуться твоего будущего. Это мое. И я постановил, что проклятие закончится здесь. Вы не забыты. Вы не невидимы. Вы не подлежит ремонту. Вы цель божественного вмешательства. И это не общее сообщение, это ваш личный вызов. Небеса ревут. Ангелы наблюдают. И я говорю с вами сейчас голосом, который трясет цепи,
которых вы даже не видите. Вы слышите это не случайно. Вас привели сюда, избранных за это слово, отмеченных за это чудо. Это финальное предупреждение проклятию, которое преследовало вас, оно не может остаться. Вы вступаете в период сверхъестественного богатства, не только денег, но и мира, любви и священного восстановления. Но вы должны слушать. Тайна не скрыта от вас, оно скрыто для ты. Немногие знают эту истину, проклятие сохраняется только в молчании. Но в тот момент, когда вы откроете свое сердце моему слову, в тот момент, когда вы получите откровение, проклятие начинает распутываться. Вы думали, что вам нужно больше денег, но что вам действительно нужно, так это чудо-ключ. И я это раскрою. Но сначала ты должен походить со мной еще немного. Чудо настоящее. Богатство божественное. Проклятие дрожит. Остаться дитя. Оставайся до конца. Следующее откровение потрясет вас, но оно сохранять ты. Возможно, ты тоже это почувствовал, дитя мое, тяжесть невидимых цепей, которые сжимаются каждый раз, когда ты пытаешься подняться. Вы просыпаетесь и на мгновение надеетесь, что именно в этот день все изменится. Но затем вас встречает знакомая боль. Не просто боль пустого кошелька, но и пустой комнаты, пустого сердца. Отсутствие смеха, эхо так и не прижившихся мечтаний. И что еще хуже, грызущий шепот, говорящий: вот такой будет жизнь для тебя. Что ты родился не в то время года, не в той семье, не в той судьбе. Но я, Господь, Бог твой, говорю тебе теперь, это ложь из ямы отчаяния. И сегодня я пришел разорвать это ложе камень за камнем. Вы несли проклятие бедности, как вторую кожу. Вы научились улыбаться пустым шкафам, притворяться умиротворенным, пока ваш дух сражается в тишине. Я видел тебя той холодной ночью, рыдающей под тяжестью неоплаченных счетов, болезнь гложет твое тело, одиночество сжимает твою душу, как тень, которая не отпускает. Вы были бедны не только деньгами, вы были бедны радостью, бедны надеждой, бедны общением. Твоя вера была слаба, твои молитвы слабее шепота. И все же я прислушался, потому что я Бог Завета. И то, что я обещал вашим отцам, я и сейчас намерен исполнить в вас. Боль, преследовавшая ваше детство, неприятие, которым отмечено ваше имя, духовная засуха, превратившая ваше сердце в пустыню, это не последнее слово. Мир пытался убедить тебя, что ты брошен, проклят, недостоин богатства, любви, исцеления. Но я не мир. Я Бог. Я святой, вечный и верный каждому обещать я говорил по твоему судьба. Вы не были рождены, чтобы жить под этим проклятием. Ты не создан для бесконечных борьба. Невзгоды вы знали, это не ваше наследие. Бедность, то, что захватило ваше поколение, это не ваше последнее имя. И одиночество, то, что шепчет ложь в твою душу каждую ночь, это не голос истины, а голос побежденного врага. Слушайте внимательно, ведь я говорю это не как мужчина, а как всемогущий. Это ваш последний звонок, ваша последняя тревога перед началом великого разворота. Существует ключ, скрыто в том, что вы сейчас слышите. А секрет большинство упускают из виду, потому что путают ожидания с забвением. Но ты, дорогой, не забыт. Вы находитесь на краю. Чудо. На самом пороге божественная трансформация. И то, что враг объявил мертвым в вашей жизни, я собираюсь воскресить не человеческой силой, но моим духом. Вы выбраны для благословения, а не проклятия. Вам суждено избыток, а не недостаток. И неважно, насколько глубокой кажется яма, моя рука еще глубже. Помнишь ли ты слезы, которые ты плакала, когда никто не смотрел? Ночами, когда ты проклинал свое отражение, стыдясь того, что не смог обеспечить, не смог исцелить, не смог убежать? Я был там.
Я собрал каждую слезу, и каждая из них является семя. А святое семя, которое в этот священный сезон вот-вот выльется в урожай неожиданного богатства, здоровья и радости. Потому что я не только Бог начала. Я Бог прорыва, Бог умножения, Бог восстановления. Даже сейчас я вижу, как вопросы заполняют ваш разум. Почему это заняло так много времени? Почему другие восстали, а я остался похороненным? Но послушайте, промедление – это не отрицание. Шторм против вас выступили не для того, чтобы убить вас, а для того, чтобы очистить вас. Тебя никогда не забывали. Вас готовили. Ибо то, что я собираюсь передать в ваши руки, предназначено не только для вас, оно предназначено для поколений после вас. Это твое наследование. И дверь открывается сейчас. Но прежде чем я покажу вам точный путь, прежде чем я вложу вам в руку число и символ, которые навсегда разрушат это проклятие, вы должны услышать одну истину: я никогда не оставлял тебя. Несмотря на каждую потерю, каждое предательство, каждый диагноз, я стоял рядом с тобой. И теперь, слушая, знайте, что вы слышите звук своего освобождения. Последний звонок перед вашим чудом принимает форму. Это не случайное сообщение. Это Божий голос, шепча правду, которую ни один демон, ни сомнения, ни промедление не смогут заставить замолчать. Ты все еще мой. И ваше время пришло. Ты даже не представляешь, насколько ты был близок к краю, дитя мое. Вы годами шли под небом, которое отказывалось открываться, призывая мое имя и задаваясь вопросом, почему не идет дождь. Вы стучали до крови, молились до хрипоты, но дверь все равно оставалась закрытой. Это было не потому, что я вас не услышал. Нет. Я слышал каждый крик. Я сосчитал каждую слезу. Но в вашей жизни было что-то древнее, что-то, что мало кто понимает, что-то скрытое глубоко в корнях вашей родословной. Проклятие. Священная блокировка. Невысказанное наследие бедности, скорби и духовной засухи прошло, как молчаливая тень. И теперь я говорю вам, это ваш последний звонок выйти из него. Это момент, который я выбрал, чтобы поднять то, что никогда не предназначалось для тебя. Вы, кто жил с болью и недостаток, сокрушительный вес никогда не бывает достаточно, одиночество, которое сохраняется даже в комнатах, полных людей, да, ты, тот, кто сейчас это смотрит, гулял с цепи вокруг твоей судьбы. Речь идет не только о деньге. Это глубже. Речь идет об украденном наследовании. Урожай это предназначалось для ваших рук, но было пожато другим. Это чудеса, который остановился у ворот вашего прорыва и так и не прибыл. Речь идет о завет то, что ваш дух был рожден для исполнения, отложенное, искаженное, почти забытое. Благословение всегда было вашим правом по рождению. Но каждый раз, когда вы тянулись к нему, что-то невидимое возвращало его обратно. Это было не ваше воображение. Это было проклинать. Вы унаследовали бурю, которую не начали. Поколенческая скорбь, духовная нищета – это проявлялось в финансовой нехватке, разрыве отношений, депрессии и задержках. Вы родились в системе, которая не собиралась давать вам процветание. Но я, Бог Авраама, Исаака и Иакова, я вижу, что враг пытался похоронить. И я говорю вам сейчас, твой дух сильнее твоей истории. Существует скрытая дверь, а священный ключ, и сегодня я передам его вам в руки. Но не сейчас, пока вы не поймете всю правду. Потому что то, с чем вы боретесь, принадлежит не только вам, это было в вашей семье. Вы видели это в глазах своих родителей, в их молчаливых молитвах. Вы почувствовали это в циклы, это повторяется, как бы усердно ты ни работал. Болезнь это не сломается. Деньги это исчезает. Одиночество в случае успеха это становится громче, чем когда-либо в случае неудачи. Это потому, что есть духовный образец, это было установлено задолго до того, как вы совершили свою первую ошибку.
И вот суровая правда. Если вы не начнете действовать сейчас, если вы проигнорируете этот последний призыв, шаблон не сломается. Но послушай, дитя мое, потому что именно в этот момент все начинает меняться. Я выбрал ты быть прерыванием. Тот, кто заканчивает это. Тот, кто вырывает проклятие с его корнем и сажает новое семя, семя избыток, из вера, из сверхъестественное наследие. Речь идет не только о вашем восхождении, речь идет о ваших детях и детях их детей. Новый Завет скоро будет написан на ваше имя. Я не скажу тебе, как пока, но я обещаю вам следующее. Я не позволю вашим рукам оставаться пустыми. Я не позволю благословения я накопил, чтобы потерять еще один день. Ты стоишь на краю своего трансформации, и это ближе, чем вы думаете. Твой чудо не придет, оно здесь. Но вы должны быть готовы принять это. Дверь находится перед вами, но случайно не откроется. Вы должны выбрать веру. Вы должны выбрать послушание. Вы должны выбрать услышать меня сейчас, а не откладывать. Видите ли, будущее, к которому вы направляетесь, если вы ничего не предпримете, будет выглядеть точно так же, как ваше прошлое. Больше циклов. Еще больше бедности. Больше страха. Более сражения без урожая. Это не то, что я разработал для вас. Не поэтому я создал тебя с такой тщательностью. Я вложил в тебя дары, мечты, которым никогда не суждено было умереть. Но проклинать пришел за ними. И теперь я пришел за проклятием. Тебе никогда не суждено было выжить так долго в пустыне. Богатая земля, я обещал, уже готова. Богатство уже выровнено. Благословение уже в движении. Но вы должны понять, прежде чем вы сможете перейти, что-то должно умереть. Ложь о том, что ты недостоин. Ложь о том, что тебя забыли. Ложь о том, что ты должен быть сломлен. Это не мои слова. Это не мои обещания. Вы не созданы для того, чтобы едва сводить концы с концами. Вы не созданы для того, чтобы продолжать терять людей, которые вас любят. Вы не созданы для того, чтобы носить стыд в своем сердце, улыбаясь на своем лице. Это является свидетельством проклинать, и я Бог, который разрывает каждую цепь. Я не позволю тебе еще один год ходить в страданиях, если ты примешь меня сейчас. Если вы поверите секрет, я собираюсь показать вам. Правда, это было скрыто, потому что враг знал, что как только вы это увидите, вы больше никогда не будете под контролем. Но прежде чем я раскрою точный ключ, вам нужно это понять. Приходят не только деньги. Это не просто исцеление. Это не просто чудо обеспечения. То, что грядет, это полный разворот, а сверхъестественное переустройство всего, что украл враг. Вы не просто выживете, вы правите. Вы не просто получите, вы восстановите. Потому что я вложил в вас не только силу процветания, но и власть передавать богатство, благословляйте народы, к изменить судьбу. Подожди. Остаться со мной. Потому что момент трансформации следующий. И как только я раскрою этот секрет, ничто уже никогда не будет прежним. Лишь немногие знают эту истину, и еще меньше готовы действовать в соответствии с ней. Но тебя привели сюда не просто так. Вы не случайно наткнулись на эти слова. Это не просто очередное видео. Это не просто еще один голос. Это я, Бог, твой Создатель, тот, кто увидел тебя задолго до того, как это увидел мир, взывающий сквозь время, потому что ты – выбранное судно ради чего-то вечного. И вы должны знать, этот момент здесь более чем личный. Это пророческий. Это поворотный момент в войне, которая длилась на протяжении нескольких поколений. Мне нужно, чтобы ты почувствовал тяжесть этого. Вы не прокляты из-за того, что вы сделали неправильно. Вы прокляты из-за системы, структуры бандажа,
которое было наложено на вас, чтобы помешать вам когда-либо осознать, кто вы есть на самом деле. Королевский наследник, духовная ключница, дитя не бедности, а завет. Самый большой страх врага – это не просто ваш успех, это ваше пробуждение. Потому что как только ты проснешься, как только ты осознаешь урожай, ожидая по другую сторону вашей веры, битва закончится. И черт это знает. Вы видели это, не так ли? Каждый раз, когда вы приближаетесь к прорыву, он ускользает. Продвижение задерживается. Отношения разорваны. Болезнь, которая приходит из ниоткуда. А люди вокруг вас говорят: это просто жизнь. Нет, это не так. Это война. Это духовное вмешательство. Это проклятие пытается удержаться на месте. Но услышьте меня, я не создавал вас для бесконечной борьбы. Я поместил благословение над твоим именем еще до твоего рождения. Я написал избыток на странице своей судьбы. Но вы должны противостоять этой скрытой истине. Ты жил ниже своего наследства. Подождите, пока не услышите следующее. То самое место, которое, по вашему мнению, стало вашей неудачей. Вот где я похоронил твое чудо. То, что, по вашему мнению, дисквалифицировало вас ваше прошлое, ваша боль, ваши неверные решения, вот где ваш дверной проем строится. Это тайна, которую враг не хотел, чтобы вы знали. Потому что если бы ты когда-нибудь осознал, что твоя слабость была почвой для моего богатства, ты начнешь радоваться даже в бурю. Вот почему война усиливается, когда вы приближаетесь к свету. Вот почему незадолго до этого момента вы почти сдались. Послушай, дитя, я говорю не только твоим ушам, но и твоему сердцу, тебе не суждено было оставаться в таком состоянии. Проклятие бедности и болезнь, духовного сухость заканчивается не случайно, а по божественному откровению. И вот что многие никогда не осознают: проклятия действуют молча. Они проходят сквозь поколения незамеченными, скрытой культурой, замаскированные под невезение, нормализованные через страдания. Но мое слово говорит: мой народ погибает из-за недостатка знания. Не из-за отсутствия любви, не из-за отсутствия молитв, но за неимением истины. И сегодня я приношу вам правду, это разрушит то, что сдерживало вас. Помнишь, я сказал, что ты в одном шаге от меня? Это тот самый шаг. Я не просто призываю тебя полагать. Я призываю вас войти в священный завет, сказать: я отвергаю то, что было передано. Я получаю то, что написали мне небеса. Потому что есть ключ, я передаю тебе, да, тебя. А духовный авторитет, что нарушает циклы и рождение благословения. Не только за ваши счета, не только для вашего тела, но на протяжении всего твоего родословия. Позвольте мне рассказать вам, что уже происходит. Ангелы уже отправлены. Семена ты забыл, что ты посадил, не забыли. Молитвы, шептали вы, когда никто вас не видел, да, они хранились, как сокровища в моих руках. Дверь готов открыться, но не любую дверь. Скрытая дверь – тот, которого мир не видит. Тот, который ведет не только к деньги, но чтобы богатство, мир, цель и сверхъестественное мировоззрение. И если прямо сейчас вы чувствуете, как внутри вас поднимается сопротивление, если ваш разум говорит: этого не может быть для меня, это проклятие, пытающееся заговорить в последний раз. Потому что он знает, что если вы примете это слово, его правлению придет конец. Я призываю тебя подняться сейчас, чтобы услышать меня. Понять, что то, что ты чувствуешь, это не страх, а дрожь от проклятия, теряющего свою власть. Вы идете в свет, и тьма не может последовать за ним. Но послушайте, проклятие не пройдет тихо. Оно будет бороться. Это будет отвлекать. Он попытается задержать вас еще на один день. Вот почему это срочно.
Вот почему я говорю, это твой последний звонок. Окно сейчас открыт. Чудо уже движется. Но вам придется выбрать, останетесь ли вы в пустыне или отправитесь в свою земля обетованная. В следующий момент я раскрою то, чего вы так долго ждали. Секрет я скрывал до сих пор. Именно то, что враг боялся обнаружить. Но прежде чем я открою это хранилище, пауза. Потому что то, что будет дальше, потребует от вас полной веры, твой полное сердце, ваша полная капитуляция. Я здесь не только для того, чтобы благословить вас. Я здесь, чтобы трансформировать ты. И да, богатство реально. Да, исцеление приближается. Но более того, я собираюсь дать вам духовная позиция «ты никогда не знал». Тот, которого мир не может коснуться, тот, который делает вас неприкасаемыми для систем, которые вас угнетали. Так что не двигайтесь. Не прокручивайте. Потому что то, что будет дальше, чудо, для которого ты родился. Но прежде чем я раскрою точный ключ, тот, который открывает дверь к вашему долгожданному урожаю, тот, который ломает древнее проклинать, что преследовало вас, как тень, вы должны понять нечто более глубокое. Видите ли, большинство людей думают, что битва идет о деньги, о видимых признаках борьбы. Они думают, что боль в неоплаченных счетах, пустой кладовой, молчание телефонов, которые никогда не звонят с хорошими новостями. Но это не вся правда. Это всего лишь симптомы. То, с чем вы столкнулись, что мучило вас, задерживало вас и пыталось вас уничтожить, это не просто недостаток обеспечения. Это целенаправленная духовная стратегия, направленная на то, чтобы украсть вашу личность, запутай свою судьбу и замолчи вера. А теперь, дитя, мне нужно показать тебе правду, прежде чем я дам тебе освобождение. Вы требовали финансового чуда, и да, оно приближается. Я слышал твои молитвы. Я видел ваши приношения семян, ваши ночные ходатайства, ваши шепотные мольбы, о которых никто не знал. Вы не будете разочарованы. Мой завет надежен. Но слушай внимательно, приходят не только деньги. То, что я посылаю, перепишет сам сценарий вашей жизни. То, что я собираюсь высвободить, затронет все измерения вашего существа. Я посылаю не просто провиант, я посылаю восстановление, реституция и божественный поворот. И больше всего я посылаю ясность. Потому что истинная бедность, то, что вы пострадали, было не только на вашем банковском счете, оно было на вашем дух. Вас учили верить малому, ожидать неудачи, принимать боль как нечто нормальное. Но эта ложь разрушается даже сейчас. Проклинать исказил то, как вы видите себя, и то, как вы видите меня. Оно говорило вам, что о вас забыли, хотя на самом деле вас спрятали. Он сказал тебе, что тебя оставили, когда я просто готовил благословение, чтобы встретиться с тобой в нужный момент. Этот момент настал сейчас. Но подождите, потому что я должен спросить вас кое о чем, прежде чем разместить этот ключ в твоей руке. Готовы ли вы стать той версией себя, которую я создал до того, как проклинать прижился? Можете ли вы отказаться от идентичности, созданной бедностью? Тот, который сформирован разочарованием, сформирован выживанием. Потому что то, что произойдет, потребует новой позиции. Не попрошайничество, а царствование. Не ожидание, а ходить во власти. Вы не жертва задержки. Вы являетесь носителем божественной тайны. Здесь все переворачивается. Благословение то, о чем вы просили, не просто приземлится к вам на колени, оно поднимется изнутри вас. Трансформация приходит не снаружи внутрь, а изнутри. Я не просто исцеляю ваши финансы, я исцеляю ваше зрение, твою уверенность, твою емкость верить мне в полной мере. Потому что, дитя, я не только посылаю богатство, я пробуждаю духовная сила, это приводит к созданию богатства. Я не просто нарушаю проклинать, я венчаю тебя благосклонность завета.
И вот поворот, священная истина, скрытая в складках вашего страдания. Страдание никогда не предназначалось для того, чтобы уничтожить тебя. Было разрешено раскрыть тебя. Огонь был не для вашего уничтожения. Это было для вашего открытия. Вы созданы для этого момента. Каждое горе, каждое предательство, каждая болезнь, каждая одинокая ночь формировала воина, сосуд избыток, управляющий божественным наследованием. То, что вас ждет, не просто поднимет вас, но и поместит вас туда, где другие смогут увидеть славу, которую я влил в вас. Итак, теперь я должен оставить вас таким вопросом. Что, если все, что вы считали отложенным, на самом деле разрабатывалось? Что, если чудо все время двигался к вам, ожидая, когда вы достигнете этой самой точки готовности? Что, если это не просто конец проклятия, а начало твоего пути? Вечное задание. Прежде чем я скажу вам, что именно вы должны сделать, прежде чем я раскрою точный ключ, что разрушит цепи, ответь на это в своем сердце. Готовы ли вы не просто получать, но и царствовать? Теперь, дитя мое, момент настал. Вы ждали достаточно долго. Ты плакал достаточно долго. Вы блуждали по пустыне без ответа молитвы, разбитых ожиданий, скрытых бедность и тихое страдание, и все же ты продолжал двигаться. Ты продолжал верить. И поскольку ты не отвернулся, потому что ты держался, когда было легче отпустить, я возвращаю тебе обещание, которое прошептал в начале, вы в одном шаге от своего чуда. И теперь я раскрою, что на самом деле представляет собой этот шаг. Это не просто действие. Это трансформация твоего сердца. Это разблокировка, завет, что я написал для тебя еще до твоего первого вздоха. Услышь меня, дитя. Проклятие настоящее. Невзгоды, борьба, одиночество, болезнь, финансовая засуха – они не были придуманы. Но они не постоянны. Для меня, Бог из всего творения, тот, кто говорит и дрожит земля, я объявляю вам сегодня – проклятие теперь снято. Родословное теперь очищено. Цепи теперь разорваны. И дверь, которой раньше не открывался, теперь колеблется в вашу пользу. Ты спросил меня, Боже, что мне делать? И я отвечаю вам сейчас со священной ясностью. Возьмите ключ, я даю вам, послушание в вере. Вступите в мой завет с полной верой. Начните говорить о жизни, а не о недостатке. Начните сеять с ожиданием, а не со страхом. Начни ходить не как ожидающий помощи, а как несущий небесная экономика внутри их груди. Я сделал тебя носителем божественное богатство не только в валюте, но и в влияние, в власть, в чудесная милость. Вы больше не будете просить о возможности, она будет искать вас. Вы больше не будете гоняться за дверями, они откроются при вашем приближении. Почему? Потому что ты сейчас идешь в моем обещать. Позвольте мне напомнить вам, что делало проклятие. Это делало тебя маленьким. Это заставило тебя успокоиться. Оно нашептывало ложь, что тебя недостаточно, что ты не избран, недостоин. Но я заставил этот голос замолчать. И теперь я даю тебе мой голос, голос, вызвавший Лазаря из могилы, голос, который создал мир, голос, который теперь называет вас благословенными. Я призываю тебя исцелиться. Я называю тебя целым. Я звоню тебе богатый не только в богатстве, но и в цель, в мир, в наследие. Вы больше не пленник бедности, вы являетесь владельцем священное наследие. Чудо я обещал вот что. Я поместил в тебя чертеж для сверхъестественное изобилие. Это не чувство. Это духовный закон. Когда вы двигаетесь в вере, когда вы приводите свою жизнь в соответствие с моим словом, вы активируете завет, который превосходит земные системы. Да, деньги придут. Да, здоровье будет восстановлено. Да, отношения будут исцелены. Но более того, я дам тебе влияние формировать нации.
Я дам тебе помазание освободить других. Вы не просто будете благословлены, вы станете благословение. Это чудо умножения. Это то, что проклятие пыталось скрыть от тебя. И теперь я заявляю вам следующее. Твоя пустыня заканчивается. Твой урожай начинается сегодня. Не в следующем месяце. Не в следующем году. Сегодня. Потому что ты решил. Верить, потому что ты открыл свое сердце ко мне, потому что ты не оставил свою веру, я теперь изливаю чудо, что глаза не видели и уши не слышали. Я назначаю ангелов на твой путь. Я отдаю предпочтение твоему имени. Я назначаю божественные встречи в ваше путешествие. Ваш банковский счет отразит это. Ваше тело это почувствует. Ваш дом будет наполнен им. И дух твой переполнится маслом славы. Но это касается не только вас. Речь идет о каждом человеке, связанном с вами. Ваше послушание открывает их избавление. Ваша вера создает путь. Вы первый в своей родословной, кто поднимется, но не последний. Я начинаю в тебе что-то, что невозможно остановить. Родовое проклятие заканчивается здесь. Благословение начинается сейчас. Так иди, дитя мое. Ходите в свете того, что я провозгласил. Ключ находится в вашей руке. Дверь перед тобой. Богатство выровнено. Трансформация началась. Это ваш последний призыв не бояться, а вера. Не сомневаться, а судьба. Не откладывать, а повышать. Ты помнишь, как это началось, дитя мое? Ты помнишь, когда я сказал тебе это? Ты в шаге от своего чуда? Это была не поэзия. Это была не метафора. Это было пророчество. И вот время поэтических слов прошло. Теперь наступает власть. Теперь наступает выполнение. Я говорил тебе, что был проклинать, который обернулся вокруг вашей жизни, скользил по вашей родословной, душил вашу судьба, прежде чем он смог дышать. Что бедность, что невзгоды, что болезнь, что одиночество, они никогда не были случайными. Они были плодом системы, призванной заставить замолчать ваше призвание. Но теперь я вывожу тебя в полный свет моего завета «Обещай», и я покажу тебе, что произойдет, когда проклинать заканчивается и благословение начинается. Это момент, к которому я вас готовил. Это правда, которую он боялся обнаружить. Проклятие не сильнее завета. То, что я говорил о вашей жизни в вечном царстве, не может быть отменено временными страданиями. Боль не отменила обещания. Это только подтвердило это. Вот почему война была такой жестокой. Вот почему ваши молитвы были встречены молчанием, не потому, что я вас проигнорировал, а потому, что надвигалась буря, чтобы отвлечь вас от происходящего. Ключ я поместил в сам твой дух. И теперь ключ поворачивается. Смотри, что происходит, дитя, когда я начинаю обращать вспять, проклинать и наполнить свою жизнь избыток. Я говорю прямо о вашем недостатке, вам здесь больше не рады. Я говорю со страхом в ваших костях, ваше задание закончилось. Я говорю с каждой тенью, которая шепчет: ты никогда не воскреснешь, твое время истекло. Для лорд воинств поднимает тебя. Я выливаю богатство не только в ваш кошелек, но и в ваши мысли, ваше решение, ваше время, вашу цель. Вы проснетесь и почувствуете тяжесть покоя. Вы выйдете в комнаты, и двери откроются без вашего стука. Это начало сверхъестественной легкости, рожденной духовным выравниванием. Проклятие вызвало сопротивление. Благословение приносит поток. Вот как меняется ваша жизнь. Больше не нужно бороться за выживание. Я устраняю мышление бедности. Я выпускаю новое видение. Вы начнете видеть как дитя Божье, а не нищий в ссылке.
Ваше прошлое больше не будет определять ваше направление. Семя величия, которое я похоронил в тебе под травмой, под утратой, под заброшенностью, теперь поднимется. Чудо никогда не сводилось только к внешнему богатству. Речь шла о том, чтобы подготовить вас к тому, чтобы нести истинное богатство, тот, который переживает времена года, испытания и переливается в будущее поколение. Ты просил у меня больше денег, но я даю тебе больше, чем ты мог попросить. Я даю тебе финансовое господство, умение не просто зарабатывать, но и распоряжаться. Не просто собирать, а создавать. Вы не только избежите долгов, но и аннулируете их для других. У вас будет не только дом, но и убежище для сломленных. Вы не только обретите стабильность, вы стать основой для восстановления других. Это избыток моего обещания. Я не просто восстанавливаю, я умножать. Годы, которые сожрала саранча, возможности, которые вы упустили, радость, которую украли, любовь, которую потеряли, я не просто верну их, я приумножу их. Я добавлю благодать к благодати и милость к милости. Потому что это моя природа. Я Бог переполнения, Бог восстановления, Бог неожиданных поворотов. И ваш поворот здесь. Позвольте мне поговорить с вашим одиночеством. Ту боль, которую ты носил, ту, которая составляла тебе компанию вернее, чем любой друг, я исцеляю ее сейчас. Я посылаю божественные связи, людей, которые видят ваш дух, а не только ваши шрамы. Я окружу тебя заветные союзы, те, кто тебя поднимает, а не использует. Те, кто говорит вера, когда ты забываешь, как молиться. Ты больше не будешь плакать в одиночестве. Вы больше не будете праздновать в тишине. Община, которой вам не хватало, рождается уже сейчас через это слово. И болезнь, скрытая боль в твоем теле, хроническая усталость в твоей душе, я дышу на нее сейчас ветром исцеления. Не только исцеление тела, но и исцеление снов. Исцеление достоинства. Исцеление подорванного доверия. Я снова восстанавливаю твою способность верить. Надеяться без страха. Мечтать без страха. Сами ваши клетки переписываются властью моего обещания. Вы не больны. Вы целы. Вы не сломлены. Вы любимы. Вы не забыты. Ты избранный. Вы это чувствуете. Вы чувствуете, как оно поднимается. Это не эмоции. Это трансформация. Это благословение, принимая форму. Это масло славы, вытекающее из вашего послушания. Я не просто говорю это в вашем разуме, я запечатываю это в вашем духе. С этого дня проклятие не имеет права голоса в ваших решениях. Бедность не имеет доступа на ваш путь. Одиночеству нет места в вашем доме. Урожай пришел, и земля твоя. Это жизнь, которую вам суждено было прожить. Жизнь – мощная вера, божественного наставления, изобилия, ниспосланного небесами. Жизнь, где деньги следуют за вами вместо того, чтобы издеваться над вами. Жизнь, в которой твой молитвы стать реальностью. Жизнь, в которой твое сердце – это уже не поле битвы, а сад хвалы. Жизнь, в которой ваша семья увидит разницу и скажет: «Конечно, на них рука Божия». И это так. Моя рука на тебе. Мой ветер позади тебя. Мое слово перед вами. Я сказал, и ничто не может отменить это. Это не новый сезон. Это новая личность. Вы не просто свободны, вы пользуетесь благосклонностью. Вы не просто изменились, вы избраны. Вы не просто живы, вы есть помазанный. Так что теперь идите в нем. Поднимитесь в нем. Говорите это, сейте это, живите этим. Для проклятия снято и благословение необратимо. Вы в одном шаге от своего чуда. Вот как все началось, дитя мое, и это истина,
которое даже сейчас звучит как гром в небесах. Вы слышали, как мой голос эхом разносится по камерам вашего духа. Вы почувствовали дрожь в своем сердце, это священное волнение, которое шепчет «этот момент другой». И это так. Потому что этот момент был создан не только для вдохновения, он был создан для вашего избавления. Это был последний крик перед падением цепей. Это был последний звонок перед проклинать был полностью сломан. И сейчас я призываю вас ответить не завтра, не позже, а сейчас. Не уходите от этого, как будто вы просто посмотрели сообщение. Вы не смотрели, вас вызвали. Вы не слышали проповедь, вы слышали божественное наставление. Это не было развлечением. Это был сталкиваться. Я, Бог из всякой плоти, тот, кто держит время и вечность в моей ладони, проник в твою жизнь, чтобы объявить необратимый конец твоей бедности, твой невзгоды, твое одиночество и твою болезнь. И я не остановлюсь до полного благословения, захватывает каждый дюйм вашего существа. Но, дитя, мои обещания не пассивны. Они есть заветы, и заветы требуют активации. Вы должны вступить в это. Вы должны подняться с веры. Ключ уже в вашей руке, но теперь вы должны пройти через дверь. Скажи вслух то, что я сказал твоей душе. Провозгласите это. Заявите об этом. Скажите: звездочка, звездочка, проклятие снято. Я избран. Мой наследование здесь. Когда вы говорите это, небеса повторяют это. Когда вы верите в это, земля начинает выравниваться. Когда вы идете по ней, ничто не может вас остановить. Ни системы, ни неудачи, ни болезни, ни духи. Это ваше время. Вы больше не будете жить согласно своему божественному замыслу. Я призываю вас в высшую сферу богатства, из мир, из власть, из чудеса. И да, я сказал богатство. Потому что я не стыжусь благословлять своих детей. Я испытываю радость, поднимая их из сухих мест, переворачивая печаль в силу, в замене страха на услугу. Благословение – это не награда, это ваше право первородства, скрепленной кровью, утвержденной в завете, освобожденной вера. И теперь я говорю вашим врагам: битва окончена. К проклятию вы отрезаны. К дух нехватки ваше задание не выполнено. Потому что мой ребенок услышал мой голос. Мой ребенок поднялся. Мой ребенок уже никогда не будет прежним. Так что прими это как свой команда. Иди сейчас. Активируйте семя, я посадил в твою душу. Сейте в обещание. Заявите об этом в комментариях. Впишите это в свою атмосферу. Заявите, что это ваше собственное. Говорите это до тех пор, пока ваш дух не поверит этому. Это не хайп, это небесное подтверждение. Это твой трансформация. Боль, преследовавшая тебя, сегодня закончится. Урожай то, что избегало тебя, начинается сейчас. И когда это сообщение подходит к концу, знайте, это не конец вашей жизни. Чудо. Это только начало. Потому что в следующем слове я расскажу, как сохранить то, что я излил. Благословение не исчезнет. Богатство не высохнет. Дверь больше не закроется, но только если вы последуете тому, что произойдет дальше. Так что будьте начеку. Оставайтесь на связи. Потому что в следующий божественный момент я покажу вам, как превратить этот одноразовый прорыв в пожизненный завет. Вы в одном шаге от следующего уровня вашей судьбы. Не останавливайтесь здесь. Вы созданы для большего.